солнечный вояж по острову Чеджу продолжается. Сегодняшнюю ночь я провел в хостеле, чтобы привести себя и вещи в порядок. Ну а сейчас я направляюсь дальше по моему маршруту вокруг острова. Погнали! Очередной замечательный человек, который меня подбросил. What's his name? My name? Yes. Lee Seung-on. Listen on. Yeah. Thank you very much. You best Korean. You're welcome. See you in your country. Yes. Yes. Вот. На самом деле ему было не по пути, но он все равно поехал, подвез меня и сейчас будет возвращаться еще километров 30 к себе домой. Вот такие вот замечательные люди живут в Корее. YouTube or? Yes, YouTube is for my film. Ну вот, мой новый корейский друг высадил меня на стояночке, и я очутился в очередном потрясающем месте на острове Ченджу. И сейчас пойду вот к тому кораблику, который виднеется на берегу. Но перед тем, как спуститься к морю для осмотра парусника, установленного на берегу в качестве музейного экспоната, я решил подняться на гору, на склонах которой в несколько ярусов расположился красивейший буддийский храм и статуя золотого сидящего Будды, весьма внушительного размера. Классно придумали буддисты, чтобы не мучиться и не читать молитвы, можно просто крутить вот эти барабанчики, и молитвы как бы прочитываются сами собой. К слову сказать, основными религиями в Южной Корее являются традиционный буддизм и относительно недавно проникшее в страну христианство. При этом на оба этих течения сильное влияние оказало конфуцианство, которое было официальной идеологией династии Чосон в течение 500 лет, а также шаманизм, который был основной религией простого народа Кореи с более древних времен. Все-таки нравится мне буддийская культура. Во-первых, все это очень красиво и помпезно оформлено, а во-вторых, сама религия предполагает только позитив. Согласно статистике, собранной южнокорейским правительством, около 46% жителей страны не являются приверженцами какой-либо религии. Христианство исповедует порядка 27% населения, а буддизм примерно 25%. Предпочтение же другим религиозным течениям отдают всего 2,5% от всего верующего населения Южной Кореи. Будда не карает своих послушников, а во всем им только помогает и хвалит, в отличие от христианства, где одни запреты и лишения. Ну вот я спустился к каравелле. Сейчас попробую подняться на ее борт, а рядом на лужайке пасутся коники. И надо обязательно с ними поздороваться. Будем лошадке мешать трапезничать и направимся на кораблик. Спустился к каравелле, и сейчас меня интересует один вопрос. Настоящее ли это судно или макет? Кстати, классификация судов в те времена зависела, насколько мне не изменяет память, от количества мачт. Но пока что, на первый взгляд, создается впечатление, что это все-таки макет. По крайней мере, вот эта древесина море никогда в своей жизни не видывала. Либо она зашкурена до
дне рабочего слоя загрунтовано, просмолено, покрашено заново, либо все-таки это декоративная вещь. Ну и еще меня очень сильно смущают обводы. Они абсолютно не мореходные даже для тех времен. Как-то странно подогнаны между собой. Обшивка не похожа на реальный корабль. Ну, собственно, осмотр кормы корабля расставил все точки над «и». Это макет, так как перо руля неподвижно и не предусматривает конструктивно поворотный механизм. Ладно, пойдем, зайдем, посмотрим, что там внутри. Кондиционер на шхуне XIV века. Пираты плавали с комфортом, оказывается. Ладно, все понятно. Странно, что установили макет, могли бы найти реальный парусник, восстановить его и поставить. Смотрится, ну, мягко говоря, не очень. Ну что, господа пираты, я немножко поиздержался в своей кругосветке, и мне нужно золото. Поэтому слушай мою команду. Плывем вот в этот квадрат и захватываем там торговое судно. И все золото я забираю себе, якорь мне в бухту. Выполнять! Бороздя просторы интернета, я выяснил, что в 1653 году корабль под названием Despever потерпел крушение у берегов корейского острова Чеджу. На борту парусника на момент аварии находилось 64 члена экипажа, из которых при крушении в живых осталось всего 35. Сразу же после крушения экипаж корабля был взят под стражу и конвоирован в Сеул, где бедолаги на протяжении нескольких лет испытывали моральные и физические страдания. Впоследствии 8 счастливчикам, среди которых оказался голландский подданный Хендрик Хэммел, удалось сбежать в Японию, а оттуда в Нидерланды, где в 1666 году Хендрик опубликовал доклад о своих невероятных приключениях в Корее. Так, и снова дорога, и снова автостоп. И сообщу текущую ситуацию. В этом месте, где я только что находился, главная достопримечательность — это тропа по берегу моря вокруг скалы. Но сейчас она закрыта, так как прилив, и нужно дожидаться отлива. А это порядка 3 часов. Плюс к этому это все стоит 2000. Честно говоря, платить желания у меня нет, поэтому я отправляюсь на следующую локацию. Так, ну вот, минут через 20 я застопил машину. Надо сказать, что перед этим остановилось порядка 3 или 4 машин, но им было не по пути, точнее они ехали буквально всего пару-тройку километров в мою сторону, не более, а мне нужно проехать порядка 30.
Ну вот, остановился водитель. What is your name? Yongchan. Ян Чен. Thank you very much, Ян Чен, for stop and help me. И мы едем. Окей, go. We go. Показываю водителю Виктора Цоя, так как он является выходцем из Кореи. Рок, Виктор жив. О, мы прибыли. Thank you very much. Все, друзья мои, я на месте, на море. Смотрим, все в порядке. Чистое, прозрачное, бирюзовое. Сейчас первым делом нужно затариться едой и искать место под палатку. А потом купание. Очередной пляж, на котором я решил обосноваться с палаткой, называется Heopjeong-Beach и располагается неподалеку от ботанического сада Халим. Вдоль пляжа проходит набережная, украшенная различными скульптурами, а сам пляж представляет из себя широкую песчаную бухту с массивными лавовыми рифами, на которых отдыхающие возвели целый городок из каменных туров. Место пользуется большой популярностью в качестве локации для проведения профессиональных фотосессий. Пляж без сомнения пользуется популярностью у корейцев. Приезжают сюда семьями, очень много детей. И все здесь располагает к отличному отдыху. Крайний день на пляже начался ужасная ветресина и развернулась какая-то спасательная операция. В небе вот уже часа 3 кружит вертолет. В море находятся водолазы и корабли береговой службы. Судя по всему, кого-то ищут. Люблю бродить по дну моря во время отлива, когда морская вода уходит, обнажая дно, тем самым как бы приоткрывая занавес над чем-то таинственным, то, что обычно скрыто под толщей морской воды. Чувствуешь себя в эти минуты первооткрывателем, как будто вот-вот найдешь что-то очень интересное, то, что обычно скрыто в морской пучине.
Сейчас раннее утро, и я нахожусь в аэропорту города Чеджу. Пришло время прощаться с островом. Я пробыл здесь больше недели и объехал весь остров по кругу. Посетил все основные его достопримечательности. Остров мне очень понравился своей природой и отзывчивостью людей. Это, без сомнения, то место, где хочется отдыхать. Ну а я направляюсь обратно в Сеул, откуда через 3 дня у меня будет самолет в другую страну. Полетели! 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관에 이어 네 Совершив к этому моменту уже достаточно большое количество перелетов в рамках кругосветки и проведя в воздухе немалое количество времени, могу поделиться своими наблюдениями касаемо реакции персонала авиакомпаний, в частности бортпроводников, на видеосъемку. Подавляющее большинство, если не все зарубежные авиакомпании, с которыми мне приходилось летать, вполне лояльно реагируют на камеру на борту воздушного судна. Чего, к сожалению, не скажешь о российских авиакомпаниях и перевозчиков из постсоветского пространства. Познакомился с парнишкой, зовут его, он кореец, но отлично говорит по-русски, потому что учился в России. И сейчас я пришел вместе с ним в бар, в котором он работает, чтобы открыть его, ну и заодно поснимать.
Друзья мои, мне сделали коктейльчик. Спасибо огромное, Вань. Ваше здоровье. Прикольно. Вкусно? Рядом с Ванькиным баром находится китайский ресторанчик, в который он мне предложил сходить поужинать. Ну что ж, попробуем, чем здесь кормят. Ресторанчик оказался весьма уютным и популярным заведением с недорогой, но достойной кухней. Ванька заказал мне блюдо на свое усмотрение, которое пришлось мне по вкусу. А наш поход в ресторанчик оказался достойным завершением вечера и, к моему сожалению, короткого пребывания в Южной Корее. После бара я переместился в китайский ресторанчик, который показал мне Ванька. Надо сказать, что место весьма популярное. Вот на стене можно видеть автографы известных знаменитостей Кореи. Ну, мне надписи ни о чем не говорят, но Ванька сказал, что это очень известные и популярные люди. Поводу не доверять ему нет. Таджамян. Сейчас буду пробовать китайское блюдо по корейскому рецепту. Да? Ну или китайское блюдо с корейским, или корейское блюдо с китайским акцентом, или как-то наоборот. Сегодня пятница вечер, и Сеул гуляет. Молодежь будет просаживать свои деньги в барах, ресторанах, клубах, зажигая до утра. Я, к сожалению, на этот праздник жизни не попадаю. Но, собственно, у меня и совсем другие цели. Уже совсем скоро крылатая машина поднимет меня в воздух и унесет к другим берегам и странам, где меня ждут новые незабываемые приключения. Что же касается Южной Кореи, то это удивительная страна, которую я полюбил и в которую обязательно вернусь снова. До скорой встречи, Южная Корея! До скорой встречи!